Здравствуйте. Сегодня посмотрим очень интересную партию от Александра Дыбмана и Бориса Иванца. То есть это чемпионат Советского Союза 1981 года. Хочу сразу сказать, что позиция была во многих учебниках, ну и в журнале Шашки наверняка было. То есть я более ранее, кстати, плохо помню, что было. Я чуть-чуть просматривал вот именно вот эти 81-е, ранние годы, то есть 85-е. Потом уже как-то я больше помню, потому что я уже начал выписывать этот журнал. То есть уже в 85-м, по-моему, выписывали этот журнал. Может даже и раньше, то есть там уже, конечно, корки, то есть, или как там правильно это выразиться, читали все до последней корки, можно сказать. Это может будет правильнее выразиться так, но, в общем, читали весь журнал, и я много чего помню по этим журналам. В принципе, потом и 100 клеток, сразу русские, естественно, читали, потом 100 клетки тоже все изучалось, естественно. И много чего я просто помню с вот этих юношеских, можно сказать, детских лет. То есть помню именно, что публиковалось, но вот эту позицию я помню именно по учебникам. Где-то я думаю, что и голландцы публиковали, ну и возможно, что у меня где-то даже было. Я думаю, что у меня где-то было, ну, может не в полном виде, но было. Я здесь покажу пару интересных идей еще. Вот, не мог я пройти мимо этой партии. И в принципе, так, давайте я вам сначала покажу анонс маленький, сделаю вот по комбинации, которая была в партии. Ну, вот такая вот симпатичная комбинация была. Она стандартная, конечно, комбинация, но вот она такая была. И давайте посмотрим несколько моментов, они достаточно интересные. Ну, вот Бориса его нет, очень интересно здесь Торксе, конечно, 22, достаточно смелый человек, потому что я то есть видел партии его много, вот, кстати, в учебниках много его партий, и по этому чемпионату, по 81 году, я, кстати, посмотрел, он интересно очень в Торксе с Анатолием Гантвергом, но там все тоже закончилось очень плохо, то есть забрали у него шашку просто на 23 он в Торксе, вот это вот типичное вторжение. Хотя там я не помню с какого дебюта, но вот 32, 17, 22, когда вот вторгаются именно на 23, ну там чуть, по-моему, с другого дебюта было, но вот в Торксе такой же то есть в Торксе, но там без этих жертв вот вторжения. Точнее сказать, может я, кстати, нет, я, наверное, не сильно прав, вот именно, ну, вторжение вот с этими мощными колоннами такими. Наверное, по дебюту, кстати, не прав чуть-чуть. Там, может, 17-22 другая идея, вот именно с вторжением. Но есть вот дебюты, мы недавно смотрели, Александр Шварцман вот играл, не могу вспомнить, кстати, какой вот Александр Шварцман, кстати, любил вот этот дебют, пару партий есть на 23, но, в общем, не суть вот того, что я сказал, но идея такая, что достаточно смело он вторгался на этом чемпионате. Но вот с Анатолием Гантвергом он тоже проиграл, там шашку, именно 23-ю шашку при вторжении, то есть здесь мощные колонны у него были, вот здесь вот, и Анатолий Гантверг у него забрал шашку. 38, 33, 20, 25 и на 20 меняются. Естественно, давайте вот эту идею покажу вам. На 20 меняться нужно, вот может быть такая идея. Там другие ходы есть, но идея на 20, естественно, логична, и начинать вот эту группировку прогружать. Но я хочу сказать, да, действительно смелый человек, потому что вот так вот вторгаться, и здесь, конечно, позиция очень непростая. Сейчас я, кстати, вот тактику покажу, Александр Дыбман не провел, но, видно, не хотел. Тут какие-то нюансы есть, конечно, 36 вот он пошел, а была вот эта вот тактика, но здесь нюансы есть по тактике, я сразу скажу. То есть 13-19 ходит, чтобы не было вот этого хода покуда. 29-24 вроде как-то и нужно отдавать. Ну вот. Непонятно, что делать. Может где-то здесь, конечно, задержаться. У меня такая пауза, потому что, ну, не знаю, честно говоря,
что делать. Давайте вот прямую такую отдачу посмотрим. Здесь надо анализировать позицию, потому что, видите, ну, позиция сумасшедшая при шашке при этой. 1.6. Если 1.6, то вот есть интересная тактика здесь. Но 1.6, естественно, не ходит, наверное, скорее всего, так пойдут. И потом именно где-то все-таки будут нападать. Тут какие-то, допустим, 8. Ну, я не знаю, здесь надо как-то успеть, наверное, походить сюда. В общем, надо смотреть эту позицию. Может 21-27 действительно, потому что 1.6 сейчас походить 1.6, то есть получается, если 1.6 ходит, то так, есть, наверное, да, тоже вот эта вот идея. Раз. Ну вот на этой идее покуда будет стоять, кстати. Позиция будет стоять. Так. Здесь без шашки, получается, черные, но где-то отдача вот это на 35 пойдут, то есть где-то отдача вот это будет, ну, непонятная позиция. Здесь все супер точно надо делать, не знаю, чем закончится, тоже надо анализировать позицию. Я вам показываю к тому, что не все так просто. Ну вот, если 1.6, то есть вот эта вот тактика. Кстати, надо бить сюда, лучше не бить, это сразу худшим последствиям ведет. Вот видите, вот это вот тактика. Ну, стоит вот с отдачей, с этой какие-то идеи стоят, точнее сказать. Но вот это интересно. Естественно, на 39 здесь надо бить. То есть 14 и 12. Вот это вот идея. Дальше, 11.36 было, ну, логичный ход достаточно. 11 и напали. Ой, не напали, закрылись, в смысле. 48-43. Ну, вот здесь вот еще интересный момент есть, давайте посмотрим. 12-17. И вот если так вот играть за белых прямолинейно достаточно. 8-12. Допустим, проводим. И здесь уже какие-то нюансы, кстати, есть. Почему? То есть я считаю, что уже практически выпутались с позиции, нормальную позицию черные получились. Но я вот, кстати, думаю, что может 12-17 и надо было ходить. 34-29, я вот еще раз напомню эту позицию. Если проводить 31-27, это нехороший ход, то есть здесь пару тактик. Вот я их хочу вам показать. Один момент это 14-20. И второй, то есть вот это вот тактика. И дальше 14-19 есть тактика. И вот такая вот тактика. Вот тактические маневры, видите, вот 12-17, наверное, может и надо было. Не знаю, тут может как-то 46 пойти вот с этими идеями опять. Если 46, то уже, наверное, есть 8-12. Ну вот подобно не анализирую тут я партию, честно скажу. Вот конечная позиция, как-то я помню, вот эти комбинации все, что они были. А вот здесь я не анализирую. То есть надо где-то в учебниках посмотреть. Возможно, даже Александр Гетманский в своей книге что-то анализировал. Надо посмотреть здесь. 46, ну вот 2-7, вот этот неудачный ход, конечно. 46 и 12-17. Здесь еще надо было 7-11. Вот давайте посмотрим. Интересная очень позиция получается. Осложнение просто сумасшедшее. Я не знаю даже, как здесь интерпретировать эту позицию. То есть надо смотреть. Не знаю. Надо играть ее, как-то наигрывать. Видите, то есть дамка не движется. Две лишних все-таки у черных. И позиция очень интересная, конечно. Просто сумасшедшая позиция, я бы сказал. Но вот надо будет эту позицию играть. Здесь, возможно, здесь что-то было. Может, здесь не внедряюсь в подробности. Давайте я покажу. Это в партии было. 14-20. Здесь вот. Здесь где-то нюансы какие-то еще были. Вот я что-то смотрю чуть-чуть. Где-то какие-то нюансы, конечно, были. Потому что, видите, ловля сразу идет. Тоже не все так просто. Ну, вот такая вот позиция выиграли белые. Так, это партия Александр Дудман, Борис Лунец. 1981 год.
новых встреч.